Вот и начался 2024 год, а значит, пора подвести итоги и представить вам топ-10 лучших игр 2023. Всем привет, с вами Таир Хакс, и я тот человек, который умудрился заболеть прямо перед Новым годом. Поэтому этот ролик выходит так поздно. Но оставить вас без списка годноты я не мог, так что ищите оставшиеся мандарины и располагайтесь поудобней, ведь мы начинаем. Хотя, перед тем как мы начнем, небольшая сноска по поводу плохих игр этого года. Их тут не будет, и отдельного ролика тоже не ждите, ведь я в них банально не играл. В этом году было так много крутых, качественных игр и офигенных обнов в мультиплеерных проектах, что тратить время на Голума или Кинг-Конга могли позволить себе только ютуберы, падкие на негативный контент. Из всех игр в этом году мне было обидно только за Redfall, ведь это игра от Arkane, чье творчество я обожаю. Мне действительно казалось, что они в очередной раз не понимают, как продвигать свою игру, и нас тем не менее будет ждать годнота. Но узрели мы игру, готовую на 20%, что грустно. Надеюсь, Xbox пересмотрели свою политику контроля качества, а ты подписался на канал, ведь лучшие игры этого года уже тут. Lethal Company — это не та игра, в которой ты проведешь сотни часов, изучая красоту мира, проникаясь лором или изучая комплексную боевку. Нет, я наиграл в нее около 15 часов и мне хватило. Но это были безумно веселые 15 часов игры. Игра рождает кучу различных эмоций, но более подробно вы можете узреть в моем ролике по ней. Тут же я просто озвучу, что это лучшая трата 500 рублей, и вы смело можете залететь в леталку с друзьями. Пару вечеров вы проведете точно классно. Блять! Какой стрём, ёбаный рот! Ты видел эту штуку? Я не видел ее, просто бежал, меня начало жрать, блядь. За все время с анонса Atomic Heart я менял отношение к игре кардинально несколько раз. Первый трейлер был безумно крут и разжигал воображение. Но потом стали появляться новости о проблемах в студии, из-за которых проект угодил в производственный ад, и восторг быстро сменился скепсисом. В этом году игра вышла и оказалась очень крепким шутером с уникальным сеттингом, охуенной музыкой, великолепной оптимизацией и графикой, а также абсолютно дерьмовой озвучкой и открытым миром. Тем не менее, Atomic Heart — это очень достойная игра, стоящего вашего времени. И это огромный прорыв для RuGameDev, который не отметить в итогах было бы неправильно. Рад за ребят и ждем продолжения с работой над ошибками. Граната. Про эту конкретную игру я сделал прошлый ролик, поэтому буду предельно краток. Если вы фанат соусов и любите, хотя нет, обожаете ставить себе вызовы, я не понимаю, почему вы еще не играли в Lies of P. Эта игра умудряется в некоторых аспектах превосходить игры фромов, что вообще редкость в жанре. Да, игра не лишена недостатков и моментами испепеляет жопу, но тем не менее хорошие стороны перевешивают плохие, по крайней мере для меня. Cocoon — самая необычная игра 2023 года. В ней нет как такового сюжета, а на ее прохождение нужно часов 5. Но это будут незабываемые 5 часов филигранных головоломок, которые бросают игроку вызов, но при этом направляют его так, чтобы он не бродил по уровню в попытках понять, что от него вообще хотят. Стоит также отметить превосходную работу арт-дизайнеров по созданию красивого и инородного мира. Ой, простите, миров. Ведь в Cocoon по мере игры вы будете открывать новые миры в мирах. Они сильно отличаются друг от друга визуально и своими законами освежают игровой процесс. А также у каждого мира есть босс, что тоже вносит разнообразие. Короче, хоть вы об этом и не догадывались, но все это время вам нужно было поиграть в Cocoon.
Про Dead Space Remake не находится никаких слов, кроме как «это идеальный ремейк». Не только из-за отличной графики и гораздо более крутой постановки, но и из-за современного геймплея. Создатели убрали все раздражающие элементы игры, а спорные переделали. Не нравилась затянутая миссия с отстрелом астероидов? Теперь она проходится быстро и легко. Бесила неудобная и медленная система перемещения в космосе. Теперь она на уровне со второй и третьей частью. Геймплей приедался из-за хождения с одним лазерным резаком. Теперь пушки не надо покупать. Они получаются бесплатно по мере сюжета, освежая геймплей. Буквально каждый элемент игры был отсмотрен и бережно доработан до идеала. Ну, кроме навигации, с ней косяк. При этом игра не стала ощущаться как что-то другое. Это все еще тот самый Dead Space с крутыми некроморфами, хорошим сюжетом и уникальной боевой системой. За что я его и полюбил однажды. Про Hi-Fi Rush я уже рассказывал в своем ролике с советами во что поиграть, и мнение мое не изменилось. Это превосходная игра, показавшая, что ритм игры могут быть веселыми дольше получаса. Hi-Fi Rush — это игра с легкой в освоении, но очень глубокой боевой системой. По сути, перед нами классический слэшер наподобие Bayonetta или DMC, но с одной деталью. Если ты попадаешь в такт музыки, урон возрастает в разы. И вот от этого уже действительно весело. Музон долбит, мир игры дышит ритмом, а ты, топая ножкой в такт, нарезаешь камбухи. Ну, если вам мало одной боевой системы, игра предлагает еще, в довесок, интересный сюжет с приятным юмором и очаровательными персонажами, классный визуальный стиль с отсылками на Джоджо и другие произведения, а также эталонную оптимизацию. Одна из лучших игр года, которую пропускать нельзя. Resident Evil 4 Remake — это еще один идеальный ремейк, но в списке он выше по одной причине. Если оригинальную серию Dead Space я люблю и вспоминаю с теплотой, то серию Резидентов я терпеть не могу. Причем ни оригинальные части, ни ремейки второй и третьей части, ни даже ребуты с видом от первого лица. Единственной игрой из всей серии, которую я прошел с удовольствием от начала до конца, была шестая часть. Но теперь к ней присоединилась четверка. Эта игра практически не раздражает, кроме того уровня с катапультами. Отличная графика, эталонная оптимизация, превосходный саунд-дизайн, потешный сюжет с кучей трешанины и охуенная, комплексная боевая система, из-за которой хочется продолжать играть часами. Если вы пропустили игру из-за неприязни к серии, настоятельно рекомендую сделать ради Resident Evil 4 Remake исключение. Перед тройкой лидеров мне хотелось бы, чтобы вы написали в комментариях ваши 3 любимые игры 2023 года. А также поставили лайки и подписались на канал. Ведь если вы досмотрели до этого момента, вам явно было интересно. Что ж, продолжим. Да, именно вся игра, а не только дополнение Phantom Liberty. Именно в 2023 году, после всех патчей и улучшений, мы получили тот самый киберпанк мечты. Мне игра понравилась и в 2020, о чем знают давние подписчики. Но именно в 2023 мы получили тот киберпанк, который нам обещали на всех презентациях. Я очень рад, что не ошибся в CD Projekt Red. И они не бросили проект, они устанно работали над ним, делая игру мечты. Благодаря чему в прошлом году многие наконец смогли узнать превосходный сюжет игры, увидели лучшую версию геймплея и насладились красотами до сих пор одной из самых технологичных игр.
Phantom Liberty же апогей их работы, вместивший в себя весь опыт, полученный за эти 3 года. Еще больше постановки, еще больше интриг и предательств, еще больше крутых сайд-квестов и еще более горький и жизненный финал. По поводу этой игры у меня есть отличный ролик, который собрал незаслуженно мало просмотров, так что настоятельно советую посмотреть его, чтобы прочувствовать всю крутость игры. Сейчас же лишь добавлю, что после выхода новой игры Плюс, финал наконец-то закрыл главные арки персонажей, дав приятное чувство завершения, но оставив желание поскорее увидеть новую часть. Также очень рад ошибиться, ведь игра получила большое внимание от игроков и забрала 3 награды на ТГА, ведь она этого заслуживает. Ну и перед главной игрой года, по моему мнению, поговорим немного о достойных упоминания играх. Hogwarts Legacy погрузила меня в ностальгию по детству, когда я смотрел первые части Гарри Поттера на кассетах. Да, эта игра страдает от репетативности и желания угодить всем, но именно поэтому она так понравилась людям, что обычно в игры не играют. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom наверняка превосходная игра, ведь в прошлую часть я играл не переставая, но в списке ее не было по одной банальной причине. У меня нет Nintendo Switch. По этой же причине мимо меня прошел Super Mario Bros. Wonder, который мне нахваливали друзья. Однако в ближайшее время я постараюсь настроить ПК, чтобы поиграть в эти замечательные игры. Ну серьезно, кто-то сомневался в том, какая игра будет на первом месте? Baldur's Gate 3 настолько хороша, что буквально заставила оправдываться других разработчиков игр, почему они не могут так. Я мог бы рассказывать про эту игру часами, но лучше вам просто в нее поиграть. В Baldur's Gate 3 столько выбора, столько развилок сюжета, что, смотря как проходят ее другие игроки, я постоянно задавался вопросом: мы точно играли в одну игру? Каждый разговор, каждая битва уникальна, при этом никто тебя не ограничивает в действиях. Ты можешь быть кем угодно, и не как в других играх, а реально кем угодно. Тут действительно нужно просто брать и играть, создавать своего персонажа, продумывать историю и характер, а потом плыть по течению игры вниз, к неизведанному. Перепройти, что ли, Балдуру? Фух. Ну и годик выдался, да? На моей памяти это, наверное, самый крутой год, если мы берем видеоигры. Столько крутых проектов выходит. Я знаю, что я далеко не все упомянул. Возможно, в какие-то игры я играл, но забыл упомянуть. Например, тот же Armored Core 6 я попробовал, поиграл, прошел первого босса, потом еще немножечко поиграл, и мне не понравилось, я дропнул. В общем, в целом игр было так много, что у меня скопилось довольно много игр, которые в целом, если бы вышли в любой другой прошлый год, я такой: классно, прохожу, время есть. В этом году времени не было абсолютно. У меня скопилось дохерища игр, в которые нужно поиграть, и я на самом деле даже рад, что 2024, наступивший год, будет полегче в этом плане, я смогу хотя бы перепройти еще 5 раз Baldur's Gate 3. Рассказывайте, пишите в комментариях, как у вас этот год прошел, потому что у меня в целом, если брать канал, очень даже неплохо. Канал перевалил за 10 тысяч подписчиков, за что вам огромное спасибо. Спасибо всем, кто продолжает комментировать, ставить лайки, подписываться и поддерживать меня на том же Бусти или закидывать просто донатики. Это действительно очень помогает и позволяет уделять каналу больше времени. Следующий год в целом по играм будет тоже неплох. Очень жду второй Hellblade.
И я уже устал ждать, просто хочу поиграть в эту игру. Я надеюсь, она выйдет в нормальном качестве, а не придется ждать 1000 патчей перед тем, как в нее поиграть. Также в этом месяце скоро уже, не знаю, там, когда выйдет этот ролик, когда я его наконец-таки закончу, выйдет Prince of Persia. Тоже можно будет поиграть, а потом уже, наконец-то, я думаю, пересилю себя и все-таки доберусь до Зельды. Нужно будет настроить все это дело. В целом, год был неплохой. Не будем касаться реальной жизни. У кого-то могли быть, как всегда, трагедии, сложности, трудности. Но если вы это смотрите, то вы это явно пережили. И этот год переживем, ребят. Как всегда, не болейте. Обнял.